Раки, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на сентябрь 2022 года. Уже плавно с вами вступаем в осень, соответственно, нам нужно просмотреть предстоящий событийный ряд, понимать, к чему готовиться, каких нюансов постараться избежать, ну и какой позитив, какие приятные перемены могут прийти в вашу жизнь. Помогут мне сегодня в этом руническое таро, а также Ленорман золотой нити. Итак, общая энергия месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, вопросов здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы перед вами, поэтому настраивайтесь на получение информации и начнем. Общая энергия месяца у вас здесь королева Пентаклей. Могу сказать, что для многих это отразится как забота о себе самих, потому что королева Пентаклей всегда выступает за целостность, за вложение в себя, за сохранение статуса, стабильности рода. Это акцент заботы о матерях, о женах, о женщинах вашего рода. Это вопросы материнства, вопросы зачатия, деторождения и просто, как я говорю, знаете, вопросы плодовитости. То есть плодотворные проекты, плодотворные начинания, плодотворные, знаете, как совершение каких-то ситуаций либо проектов, когда вы уже видите результат, вы можете его пощупать. Ну, конечно же, поскольку у нас эта карта персональная, карта двора, она может указывать на взаимодействие с женщинами земной стихии, Телец, Дева или Козерог. То есть человек, который даст вам какой-то, знаете, правильный вектор, направление в решении ваших вопросов, ситуаций, которые могут вас беспокоить, волновать. То есть здесь идет поддержка, идет помощь, идет взаимодействие с этой женщиной. Но вот у вас я дотянула, в чем конкретно это будет звучать. Ну, по десятке пентаклей. Повторюсь еще раз. Видите, карта семьи, карта рода, взаимодействие с женщинами вашего рода. И здесь вопросы финансов. Но финансы здесь с чем связаны? Королева пентаклей, десятка пентаклей здесь предполагают какие-то траты, связанные именно с поездками, переездами, перемещением вашей семьи. Будь то в отпуск, на отдых, смена места жительства и так далее. Потому что здесь я опираюсь не только на значение как основы этого аркана, да, но и на визуальный ряд, на его прорисовку. Если мы с вами арканы посмотрим с точки зрения состояния, работы и положения дел на работе, здесь у нас падает, как мы видим, двойка мечей. Двойка мечей – это, конечно, желание уйти в небытие, то есть это желание отдохнуть, восстановиться и не заниматься ничем. Но не могут все, как говорю, уйти в отпуск, поэтому посмотрим, чем для вас будет ознаменовываться этот месяц. Для тех, кто у нас не работает, то есть вы пенсионер, или вы в декрете, или вы домохозяйка, то двойка мечей, четверка мечей – это даже попытки отойти от бытовых дел или бытовых задач. То есть покой, отдых, восстановление. У кого-то, не дай бог, да, после болезни, а у большинства это просто действительно отпуск, отдых, уйти от рутины, от текущих дел и переживаний. То есть действительно восстановление. Так, сейчас, секундочку, зацепила. Для тех, кто у нас в статусе соискателя. Опять же, обратите внимание, по тройке мечей здесь никакой работы нет. То есть вы ее и не будете особо искать, потому что в рамках этого месяца вам будет не до этого. Двойка мечей – это отстраниться даже от поиска. Будут какие-то иные задачи, иные цели. И если же вы у нас наемный сотрудник, двойка мечей и влюбленный, то это ситуация выбора. Вы можете искать для себя новое направление, другую работу. В принципе, у вас может стать вопрос выбора, быть или не быть. То есть остаться, уволиться, уезжать, не уезжать. То есть для многих здесь значимая тема выбора. И она будет касаться непосредственно работы в том числе. Если же у вас свой собственный бизнес, то единственное, что здесь по королю пентаклей все стабильно, все спокойно. И в данном случае это будет как дополнительный источник дохода по двойке мечей, а для кого-то получение денег из пассивного источника дохода. То есть это может быть отпуск, но тем не менее, как я говорю, деньги капают. Смотрим все-таки вопросы финансов. По аркану суд. Восстановление вашего финансового положения, вашего состояния. То есть это приток денег, прилив денег, финансовая свобода. Потому что данная карта, данный аркан всегда говорит о ситуации, когда вам идет выплата через какие-то госинстанции, будь то субсидии, выплаты, дотации. Это могут быть алименты, либо то, что вам
знаете, как присудили через какие-то судебные иски. То есть вы можете выиграть какое-то дело, получать материальную компенсацию. Ну и, конечно же, по суду это наследство, это просто помощь финансовая со стороны родственников вашей семьи. Поэтому здесь у вас все более чем замечательно. Если мы с вами посмотрим вопросы здоровья, опять же, рыцарь чаш, который указывает на прекрасное состояние и души, и тела, и ваше ментальное, и физическое здоровье. Даже более того, здесь будет у вас какой-то эмоциональный посыл, ну, знаете, как открыть себя с иной точки зрения, с другой стороны. То есть заниматься вопросами здоровья, пробовать новую физическую нагрузку, потому что рыцарь чаш – это как вкусить нечто новое, пробовать новое. То, что, ну, естественно, в благоприятном ключе отразится на вас и вашем самочувствии. А вот вопросы личной жизни по аркану башня оставляют желать лучшего. Потому что, как мы знаем, это кардинальная перемена ситуации. Причем вне зависимости от того, свободны вы или в отношениях. Это, знаете, как изменение цикла жизни. Ну, давайте посмотрим. Для тех, кто у нас на данном этапе свободен. Башня и тройка жезлов. Это неожиданно для вас. После какой-то ситуации стрессов, эмоциональной встряски, кардинальных перемен в вашей жизни – на горизонте по тройке жезлов может замаячить перспективное знакомство. При том, что вы особо к этому не готовитесь, его не ожидаете. То есть это, знаете, как знакомство или отношения, которые найдут вас сами. А вот если вы в любовных треугольниках, то башня и жрец. Опять же, вопрос ребром. Или. Или мы вместе, или каждый идет своей дорогой. Такой некий ультиматум. Потому что если вы женаты или замужем, то по башне это разрушать отношения, которые у вас есть на стороне. То есть более такие легкие связи. Потому что жрец – это идти традиционным путем, оставаться в тех союзах, которые были созданы ранее. Если же вы любовник или любовница, и у вас там нет супруга или супруги, то здесь это, вы знаете, как испепелять своим гневом. То есть остро поднимать наболевший вопрос, наболевшую ситуацию о официальном статусе, о вопросах бракосочетания. Если вы в стабильных отношениях, башня и умеренность – это, знаете, когда заела рутина, скука, быт, и будете по этому поводу конфликтовать, потому что, ну, помимо вот этой зоны комфорта, захочется какой-то эмоциональной встряски и разнообразия в жизни. И это станет таким вот камнем преткновения в вашем общении, в ваших взаимоотношениях. Если же мы посмотрим с вами на рекомендации от карт на сентябрь, видите, у вас девятка пентаклей, она очень четко перекликается с королевой пентаклей. Сейчас объясню почему. Карта самодостаточности, карта реализации, карта финансовой стабильности, заработка, зоны комфорта, когда вы чувствуете себя безопасно и уверенно. Помимо всего прочего, это также карта материнства, вынашивания и заботы о своих детях, но и здесь, как мы видим по этому аркану, здесь еще, знаете, как защита, опекунство, целостность и стабильность. Вот над этим вам нужно работать в рамках сентября. То есть создать себе такую вот некую нишу, в которой вы будете чувствовать себя комфортно, или обстоятельства, при которых вы будете ощущать себя комфортно. Если мы проанализируем в целом, видим, что для вас наиболее ключевыми является сфера финансов и сфера личной жизни. То есть тут будут у вас какие-то изменения. Но мы сейчас еще посмотрим с вами в плане неожиданности периода. Что у вас здесь и на что рассчитывать. Якорь, всадник и сердце. И дно у вас птица. Знаете, я говорю, птичка на хвосте принесла. Ну что ж, во-первых, это будут какие-то известия. Известия с целью, вот якорь, всадник и сердце, построения стабильных отношений, стабильного союза. Дальше, это кардинальные изменения уже в устоявшемся союзе. Или, допустим, если это любовный треугольник, это наоборот желание этот союз, знаете, я говорю, остепенить, сделать его устоявшимся. Но в любом случае здесь еще как приятные известия связаны с работой, с командировками, с переездами. Знаете, как работа, которая в удовольствие, как новый виток, новый этап в вашей жизни. Потому что якорь, всадник, сердце – это прикипеть к чему-то сердцем, прикипеть к чему-то душой. Получить воодушевление от того, чем вы занимаетесь. Но помимо всего, у вас на дне колоды карта птица, она же совы. Это коммуникация, это социальные сети, это связи, это максимум общения, которое благоприятно скажется на вашей деятельности, если таковая у вас есть. То есть это сарафанное радио, допустим,
которая оповестит вас, скажем так, новую клиентскую базу о том, какой вы хороший эксперт, либо какая у вас хорошая группа товаров и так далее. И вот видите, здесь якорь, всадник сердца, это как раз радоваться этим известиям, которые идут о вашей работе. Поэтому здесь на самом деле у вас хорошие карты. Конечно же, весь негатив мы с вами перекроем позитивом. Негатив не нужен никому, поэтому сейчас мы его с вами уберем. И будем закрывать это следующими арканами. Так, поскольку у вас там есть такая некая встряска, поэтому эмоциональные вам зоны комфорта, правильного выбора в жизни, ну и как следствие проведения сверху, чтобы вас направляли, вас поддерживали, и вы действительно, знаете, как ощущали себя в безопасности. Потому что ракам действительно крайне важен эмоциональный комфорт и эмоциональный покой. Поэтому пусть он с вами присутствует и в рамках сентября, и не только. Вот таким у вас вышел расклад на этот месяц. От вас, как всегда, буду ждать обратной связи, как для вас отыграется данная информация. Вы меня, пожалуйста, по прошествию черкните пару строк. Я же вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь и до новых встреч.